Приятного аппетита! У вас есть 10 минут цели. Сироты 328. Почему дети без родителей легко становятся жертвами наркоторговцев? И через что эти дети проходят в белорусских тюрьмах? Я прекрасно понимаю, как много горя сегодня в семьях политзаключенных. И что про это горе нужно кричать столько, насколько хватает сил. Но есть одна невидимая группа детей в заключении, про которых не говорит никто. И они мало кому интересны. Разве что мы не молчали об их горе раньше и не хотим молчать и сейчас. Я и мои коллеги из нашего дома, а также правозащитницы разных инициатив «Дети 328», «Матери 328» много раз рассказывали, как распространители наркотиков заманивают в свои преступные сети детей и подростков, предлагают им баснословные деньги за внешне непыльную, в общем-то, работенку. Легче всего, конечно, обмануть детей, которым родители никак не смогли объяснить вред от такой работы. Детям-сиротам вдвойне непросто. Помимо отсутствия родителей, у них нет еще и материальной поддержки. Единственной надеждой остается заработок, приработок, и этим пользуются циничные взрослые дяди из Губопика. Вот несколько типичных для Беларуси историй таких сирот. Артему было 23 года, когда его задержали. По части 4 статьи 328 «Организация торговли наркотиками» парень получил 12 лет. Сейчас он содержится в ВК-2 в Бобруйске. Он не попал под амнистию, потому что у него банально не было возможности оплатить судебные издержки. Леониду в момент задержания было 17 лет. Он учился в Гомельском государственном профессиональном политехническом лицее номер 144. При задержании к нему были применены наручники, что является грубейшим нарушением прав ребенка. Милиция избила его. Он получил физические повреждения на первом допросе, на котором у него отсутствовал адвокат. Из-за попадания под стражу Леонид не смог закончить свое образование. Государство нарушило его право на получение образования. В 2020 году ему сократили срок на 1 год, но парень все равно пробудет в заключении 9 лет. Он находится в ИК-22 Волчьи Норы. У Никиты мама умерла в 2005 году, когда ему было 7 лет. Отец ушел из жизни спустя 4 года после мамы. У парня не осталось ни одного близкого родственника. Когда ему было 18 лет, он был задержан. Суд по его делу состоялся в 2017 году. До этого Никита провел в СИЗО почти 3 месяца. Парень был приговорен к 11 годам лишения свободы по части 4 статьи 328. В 2020 году была подана надзорная жалоба в Верховный суд. После этого приговор Никите смягчили. Теперь он осужден на каких-то 9 лет лишения свободы. Дмитрий фактически сирота. Его мать лишили родительских прав, когда мальчику было всего 12 лет. Отец ушел из семьи, когда Диме было 6, и умер в 2013 году. Парню тогда исполнилось 15 лет. В 19 лет Дмитрия задержали. Его осудили по части 1 статьи 328 «Хранение наркотиков» и части 3 статьи 328 «Изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка, или незаконный сбыт наркотиков группы лиц». Дмитрий был приговорен к 8 годам лишения свободы. К нему применили амнистию и сняли 3 года наказания. Парень, возможно, выйдет на свободу в 2021 году. Еще 2 сирот, 19-летний Олег и Владимир, находятся в воспитательной колонии номер 2 в Бобруйске. Олег приговорен к заключению по части 4 статьи 328. Владимир отбывает наказание по части 3 статьи 328. Его срок – 9 лет лишения свободы. В 2019 году 2 отряда в колонии из 3 были сформированы из парней, сидящих по статье 328. На прием пищи мальчишкам отводится всего 4 минуты. Каждому из них положен всего лишь 1 комплект одежды. А кроме учебы, подростки добывают руками металлический корд из старых покрышек. За это они получали в 2019 году от 1 до 5 рублей в месяц. Статус ребенка-сироты при вынесении приговора не является смягчающим. Получается, что сироты в тюрьме – люди полностью бесправные. У них еще меньше прав, чем у простых заключенных. Им не поступают передачи, ведь по закону их могут передавать только родственники.
А где взять родственника ребенку-сироте? К ним не приезжают на свидания, просто некому. Их проблемы со здоровьем никто не решает, за них даже некому бороться. Кроме этого, сирота в тюрьме перестает получать пособие от государства. Как будто от того, что он заключенный, он перестал быть сиротой. Или у него появились родители. Он не может оплатить судебные издержки и пошлины, у него на это нет денег. И эти деньги вычитаются из его якобы дохода в тюрьме. Нетрудно догадаться, что из заключения этот ребенок выйдет без денег. Дальнейшая его дорога предстоит обратно в тюрьму. Мы уже рассказывали о том, с чем сталкиваются дети-сироты, осужденные по 328 статье. Хотелось бы уточнить, почему именно эта категория ребят решается на распространение наркотиков и потом платит за это годами в заключении. Ведь на словах нелегитимная власть и белорусский режим якобы обеспечивают сирот социальным жильем и платят помощь. Вроде бы первые месяцы после совершеннолетия можно ни в чем не нуждаться. Ну, а там уже и работа найдется. Но на самом деле сирота в детском доме, начиная с 7 лет, ежемесячно получает от государства аж целых 12 рублей. Денежные компенсации на покупку комплектов одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, средств гигиены после выпуска из детского дома или интерната составляют 276 рублей в год для юношей и 286 рублей в год для девушек. На время учебы в университете, колледже, лицее или ПТУ сироте положено якобы общежитие, за которое не нужно платить, а также назначается стипендия. В колледжах в первом семестре это составляет 75 рублей, а в вузах 87 рублей. Конечно, потом успехами в учебе можно увеличить выплату до 120 рублей в колледжах и 139 рублей в вузах. Если у сироты проблемы с сессией, то стипендия снижается на 58-69 рублей. Кто согласен прожить за такие деньги хотя бы месяц? Подросткам надо жить на них, пока они не найдут работу. Лишь после того, как профессия получена и есть справка о трудоустройстве, либо о постановке на учет в службе занятости, сироте положено выходное пособие. Денежная компенсация составляет более 1000 рублей. Эта сумма ежегодно корректируется с учетом роста цен. Но ее еще надо получить. Если же он дальше идет учиться, то эти деньги подождут, и он их не получит. Что касается квартиры, то после выхода из детского дома в теории сирота может вернуться в квартиру или дом, где жили его родители, если они умерли. Если же жилплощадь пришла в негодность, либо живущие там ведут аморальный, асоциальный образ жизни, а такое тоже бывает, якобы можно получить социальное жилье. При этом, согласно требованиям законодательства, оно предоставляется в течение 6 месяцев после достижения сиротами совершеннолетия, либо по их желанию в течение полугода после выпуска из учебных заведений, ну или по окончании срочной военной службы. Чаще всего это комната в общежитии, ведь дома не сдаются каждый день. Возникают, конечно, закономерные вопросы к синеющему психозу. Где жить сироте, пока ему не выделят социальное жилье? Все эти 6 месяцев. Как прожить на социальную стипендию или даже стипендию вуза, если после выпуска из детского дома нужно купить одежду, обувь, средства гигиены, какие-то канцелярские товары, технику, хотя бы мобильный телефон для связи с миром. К тому же, как мы знаем, первая стипендия выплачивается лишь в конце первого месяца обучения в вузе. Вот и получается, что едва выйдя из ворот детского дома, сирота, помимо других вопросов, должен заниматься поиском работы, а в случае удачного трудоустройства, что, кстати, в Беларуси сегодня почти фантастика, совмещать работу с учебой и рисковать или утратой заработка, или потерей студенческого статуса. Словом, для находящихся на грани выживания детей без родителей легкие деньги за распространение якобы курительных смесей кажутся настоящим спасением, которое им стоит свободы. Виноваты ли эти дети? Нет. Еще раз нет. В том, что с ними происходит, виноват людоедский режим, который обходится с ними таким образом. Я искренне и от всего сердца желаю всем этим людям, начиная от Лукашенко и заканчивая Ермошиной и Скачановой, жить на 58 рублей в месяц в Беларуси и снимать на эти деньги себе жилье, покупать еду и одежду. Вот каждый из этих сидящих рядом с синеющим психозом и лоснящихся от жира людей
Проживите на 58 рублей в месяц и найдите себе на эти деньги жилье. Это преступное людоедское государство. Так поступать с детьми нельзя. Так с людьми нельзя обращаться. Мы все это знаем. И я буду повторять это снова и снова. За решеткой находятся невиновно не только взрослые, но и дети. Причем дети с трагической судьбой. У кого уже нет родителей. А чужих детей в Беларуси быть не должно. Живе Беларусь!